Что может быть лучше абсолютно бездушной одинокой игре найти какой-то баг, жуткую херь, аномалию или даже следы другого существа, который был до вас или есть по сей день? На самом деле я отвечу за вас, это будет не особо приятно. В этом видео я покажу ряд жутких вещей, которые были или есть в игре. Присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Реклама. Давайте начнем пока с менее жесткого. Скоро моему каналу исполняется 30к подписчиков, и в честь этого я собираюсь выпустить видео, где я буду отвечать на ваши вопросы. Сначала я думал, что подписота наберется побыстрее, но что-то как-то не ищкире. Посты все еще висят, и толком кроме своего ТГ канала я нигде этого не говорил. Поэтому пока моему YouTube каналу остается добить последние 100 сабов, у тебя есть шанс задать любой вопрос либо в посте о сообществе канала, либо в ТГ канале. Поэтому удачи попасть в следующий ролик, а я продолжаю видео. Начнем пока с лайтового. Разработчики всеми силами пытаются усовершенствовать увечья персонажам и игрокам в частности. Кто помнит старый Gearbox Anima City? Там мы максимум могли отрывать конечности. Прошло много времени, и теперь мы можем буквально издеваться над NPC. Самое, как по мне, неприятное зрелище, когда у Гаредала вываливаются глаза или проваливаются внутрь черепа. А если каким-то чудом Гаредал остается жив, то он начнет умолять вас о помощи. А на некоторых старых версиях, если захлебывающийся NPC оставался жив, то мы могли слышать его дыхание, причем на протяжении всего процесса на любом расстоянии от него. А иногда этот звук мог сломаться. И посреди игры мы могли услышать либо как с нами кто-то разговаривает, либо кто-то дышит. Hello. Это жуткая херня, которую благо сейчас пофиксили. Но похожие баги все еще можно встретить. Один из таких багов — это мертвый Гаредал на карте Legacy. Такое случается редко, но все же случается, как и то, что он может просто не появиться. Все, закончили с легким уровнем. What are you doing? Фраза, которая может напугать людей, знающих, про что идет речь. Во-первых, спрашивать у игры, что ты делаешь, как и спрашивать персонажей своего сна, знают ли, что они находятся во сне, плохая идея. Так, на версию 1.4.4.9 была добавлена команда, при вводе которой показывала то, что она не работает. Да, позже нас пугал улыбающийся скример одного из NPC, и с точностью известно, что это не Фил. Кто еще не понял, фраза, которую мы ввели, означает, что ты делаешь, и является античитом, вышедшим тогда же, когда вышло обновление, против тех, кто любит ломать игры. Похожего в других играх с достатком, и если вы не слышали об этом, то, возможно, вы добросовестный пользователь. Но если вы так же, как и я, любите пиратить игры или копаться в их коде, то в один из моментов вас мог наказать античит или какое-либо послание от разработчиков, выдав крайне жуткий момент. Я, если что, это не придумываю, это есть на просторах интернета и в частности вики. Так, например, в серии игр «История игрушек», если вы спиратили игру, то внезапно вам могло выдать такое сообщение, в котором говорится, что вы гандон и вам нужно купить игру. То же самое и с более новыми играми, как Undertale. В процессе ломания кода позже вы могли найти скрытого персонажа Гастера, а также поставить фоновую тему, которую позже нельзя было сменить. Сейчас, к счастью или к сожалению, данная команда не работает в Gearbox, но вы все так же можете скачать старую версию Gearbox и проверить это. Есть еще ряд команд, и вот все они. Скриншот с командами я оставлю в своем телеграме, который будет в описании под видео. Одинокая хижина.
Находилась эта постройка в туманном море, стоящем на небольшом островке, где попасть внутрь здания не представляло возможным, а по ту сторону двери доносился шум. Чтобы появиться в этой локации, достаточно было провалиться под карту. Так ничего не подозревающий напуганный игрок начинал блуждать по карте и вскоре натыкался на дом. С новым рассветом Гурбокса люди начали забывать то, что действительно было всегда рядом. Со временем большая часть информации о том, что эта локация когда-то существовала, просто не стала. Вокруг хижины ходило достаточно теорий для столь непопулярной игры. Одни говорили, что в ней прячется один из фанатских персонажей, или же кот с маракасами, другие, что это всего лишь шиза героя. Ну а те, кто уже знали об основном сюжете, предполагали, что в доме сходит с ума Фил. Дополняло картину, что фоновое сопровождение было крайне неприятным, а геймод в этом месте просто не работал. Со временем люди начали взламывать игру и залезали за стены дома, но на удивление ничего там не находили. И я прям помню видос, где чувак залетал внутрь дома, но вся инфа просто куда-то испарилась. Либо это эффект Манделы, либо это мне приснилось, либо If2Games это скрытое правительство по защите аномалий. Больше о хижине никто не вспоминал. Странное и одновременно пугающее измерение темного мутанта. Ровно тогда же, когда существовала хижина, было и это измерение. Попасть в него можно было с помощью сломанной трубы в озере. После мы оказывались в том же месте, но все почему-то было темным, геймод также не работал, озеро было высушено, а блуждая по местности, из ниоткуда на нас мог напасть один из мутантов. При этом главная наша задача была найти темного мутанта и убить его. На тот момент у этого мутанта было аномально много хп, и если сейчас его можно победить одной канистрой с бензином, то тогда за его смерть даже давали ачивку и возможность потом призвать. Возвращаясь к измерению, единственный выход из него это была либо смерть, либо победа. Люди даже делали гайды, как победить в этом мире, ведь босс был действительно сложным. Если мы знаем, что обычные мутанты это мутировавшие люди, то кто этот темный мутант? Сюжет игры был изначально придуман. Скорее всего, измерение темного мутанта является либо альтернативой, в которой мутантом мог быть ГГ или Фил, либо будущим, в котором Землю заполонили мутировавшие Гаредалы. Однако те послания, что оставлял Гэри, говорят об обратном. Все его записи указывают на место, где в последний раз видели темного мутанта. И пускай в игре у мутанта нет способностей, никто не отрицает их наличие, ведь даже сейчас он может быть у тебя за спиной. Факты от Лотоса. Последнее, что осталось с того времени, это редкий спаун темного мутанта с красными глазами, который имеет 2 раза больше хп, в отличие от того же мутанта, но с белыми глазами. Несмотря на это, что тот мутант, что этот, абсолютно ничтожны перед старой их версией и совершенно спокойно умирают от взрыва бочки. Что бы вы сделали, если, идя по коридору, открывая очередную дверь, за ней оказалась бы пустота, которую пожирала бы тьма, а обернувшись, вы бы оказались за кулисье? Hello? Hey guys. Примерно то же самое и дает нам понять старый Гурбокс. До появления закулисья почти по всем картам были разбросаны двери. Они не открывались, и никто не знал, что находится за ними. В конечном итоге вышло очередное обновление Гурбокс, в котором ничего не поменялось, за исключением того, что падая по текстуры мы попадали не на локацию с домом или как это было после, телепортировались обратно на спавн. В этот раз мы оказывались в закулисье. И вот что включал в себя этот бэкрумс. Множество тупиков, странных ям, падая куда мы оказывались на таком подуровне, как остров или же пляж. Красная комната и те самые двери, открывая которые мы могли войти в одну из карт, где была та самая дверь. Например, карту с бассейном, которую после удалили. Обратно же попасть в бэкрумс, если вы вошли в карту, будет нельзя. С учетом того, что в Backrooms есть отчетливые следы того, что кто-то там находился или жил, мы понимаем, что этот кто-то также и следил за нами. И возможно, этот кто-то сильнее нас, ведь создал отдельное измерение, чтобы следить за игроками. А сейчас будет просто взрыв мозга.
Закулисье существовало задолго до секретных локаций, а значит этот кто-то, предположительно Гэри, все еще может быть в нем и по сей день следить за нами. Причем, как я выяснил потом, миф о том, что через время к вам мог прибежать черный мутант, на самом деле правда, а как я и говорил, все мутанты это зараженные люди. Разработчики не дают точного ответа, зачем это было сделано, является ли это каноном и почему Gearbox и Gearbox Animacity так отличаются друг от друга. Гэри тебя преследует. Как только игра начала разрастаться в плане сюжета и комьюнити, у нее начал появляться свой уровень фанатов, что следили за разработкой игры. В какой-то момент среди фанатов начали ходить слухи, что некоторые их преследуют, что кто-то за ними наблюдает или в принципе они ощущают на себе чей-то взгляд. Вспоминаем комнату из Бэкрумса и про такого человека как Гэри. О нем сейчас я и расскажу. Гэри Сота. Гаредал, имеющий сверхчеловеческие силы и обладающий разнообразным оружием. Он ищет Фила и пытается отомстить за то, что Фил сделал ему. Если вы не в курсе, то Фил за своей паранойей направил разрушителя реальности на Гэри, после чего выстрелил. От этого кости Гэри затвердели словно сталь, и он потерял возможность двигаться. Некогда лучшие друзья стали врагами, а тот, кого мы видим на карте Pillars, является Филом. Но где Гэри? По всем картам разбросаны следы того, что тут действительно кто-то был. Окурки, оружие, некие следы и так далее. А на карте Conspirace можно даже найти маску Гэри. Что говорит о том, что Гэри Сота пришлось адаптироваться к новым способностям, а сильная ненависть к некогда лучшему другу заставила его маниакально искать. Хотя интересно, что сам Гэри оставил маску. Быть может, он и есть игрок, либо мутант, либо даже обычный призываемый Гаредал. Об этом мы не узнаем, но только потому, что разработчики не дают ответ. И как же без крипипасты? Гэри изображают в роли Херобрина, как некто следит за нами из разных мест, что это он может ломать текстуры, создавать мутантов, вредить игрокам или делать вылеты из игры. Но лучше пусть это останется крипипастой, чем в один из моментов обнаружить. Последующий сюжет Гэри неизвестен, ведь в содержании не было объяснений, как сложилась его судьба и как скоро он доберется до Фила. Но учитывая то, что Фил находится в ожидании чего-то, говорит, что эта битва будет легендарной. Всем спасибо за просмотр. Здесь ты можешь оставить свой комментарий, а сюда написать по поводу рекламы и предложений, или просто потому что хочешь. На этом я заканчиваю видео. Всем пока!